Всем привет! Сегодня я хочу записать видео, наверное, я его отнесу как видео-похвастушка. Хотела бы я, конечно, с вами поделиться описанием полным, расчетами и выкройкой на изделие, на данное, но я так давно его вязала, что не нашла, даже, так приблизительно сильно и ничего не помню. Но мы можем рассмотреть детали, и вы поймете сам процесс, как все происходило. И что-то я, конечно же, вспомнила и расскажу. Вспомнила я этой модели тогда, когда мы с вами в прошлых видео клеили ленту к платью для Мишель. И я рассказывала, что у меня вот есть такая кофта, которая тоже есть декоративная отделка лентой из страусиных перьев. И мне нравилась эта кофта, это даже не кофта, это туника такая, не сильно длинная. Но стирать все равно приходится вещь. И как бы с пером я потайными стежками их тогда пришивала к низу этой туники. Ну и каждый раз, когда надо было стирать, нужно было отпаривать эту ленту с перьями и опять заново пришивать. Ну, в общем, так как бы я ее не носила, но с пером я любила носить эту кофточку. Но вот сейчас, когда у меня появилась вот эта липкая лента, я приделала ее на эту кофту, и я думаю, что возобновлю свою носку. Вот так выглядит эта лента. Я поближе потом покажу, еще и примерка будет, конечно. А что хочу сказать по поводу, как я вязала я ее. Значит, я брала, конечно, за основу выкройку с сайта, который я уже много раз рассказывала. Это слонимская пряжа. Тоже, сколько тут? Где-то, наверное, 4 плотность. И она достаточно плотная, в 3 сложения, в 3, скорее всего. И, значит, вот эти вот расчеты, вот это вот как бы манишка, вот эта отдельная часть, потом довязывалась отдельно с двух сторон. И как вы уже потом посмотрите, я уже покажу поближе, обработана отдельно бейкой. Она пришивалась. И эта бейка пришивалась, и эта. А низ у меня не получился. Не получился, потому что был очень длинным. И я вот его обрезала, и потом на кетельной машине я его как-то, оверлочивала, и я его кетлевала. Тоже делала такую бейку. Рукав тут обычный, это в процессе идет бейка, как мы уже много раз делали. Ну, а горлышко выполнено тоже, я отдельно вязала вот это вот горлышко, эту стоечку, просто гладью и подворачивала. И на кетельной машине я пришивала к самому вырезу. И отдекорировала, вот, чтобы он все завязывалось здесь, две части, две стороны, полым шнуром. Вот, также вот эти части, которые у меня вот такие вот открытые, я их сшила вот в 3 местах, чтобы они у меня держались. И тоже декорировала такими вот стразами, такими декоративными. Ну вот, и хочу я с вами поделиться как идеей, как вдохновение, может быть, для кого-то, потому что, как я говорю, как я люблю говорить, на свои изделия это мои новые очередные проекты, но это, наверное, неспроста.
потому что каждый раз я что-то хочу, что-то новенькое придумать. И уже если я что-то связала, мне уже хочется что-то другое, как другой проект, как разработка другого проекта. Ну и вот как идея, что можно связать на вязальной машине, и не только на вязальной, и вручную, кто вяжет, тоже спокойно можно такое сделать. Достаточно красиво смотрится эта модель. И еще раз хочу посоветовать новичкам, ну и может быть вообще не новичкам, выбирать, конечно, для каких-то отработок, каких-то новых моделей недорогую пряжу, чтобы вот вот как у меня, например, да, я когда готовлю какой-то новый проект, мне жалко испортить пряжу. Но я обдумываю, и это проходит много времени. И я себе говорю, так, но даже если ты испортишь эту пряжу, ничего страшного, возьми ее, чтобы она была недорогая, и попробуй, это будет как опыт. В следующий раз получится лучше. Да, и всегда тоже вот рекомендую, если что-то не получается у вас в вашем проекте, в вашем изделии, ну, не то чтобы что-то не получается, вот не так, как вы хотели, все равно не откладывать, закончить его, и это будет тоже вам бесценный опыт. Возможно, вам понравится то, что вы сделали. У меня тоже так бывает. Но сейчас я сделаю примерку, и мы посмотрим, как это все выглядит на мне. Ну вот, я примерила свой наряд. Вот так выглядит на мне. Не могу сказать, что это удобная модель, но она и не повседневная. Можно надевать ее даже как на праздник, но более такая торжественная за счет вот этих перьев. Торжественная, ну и может я перегнула палку. Но в общем, не повседневная эта модель. Неудобно, что вот здесь вот такой вот плотный каркас за счет вот этой ленты перьевой. И ленты из перьев. Ну, а так вообще, как вариант, как разнообразить свой гардероб, почему бы и нет. В общем, мне она нравится и нравилась так хорошо. И я уже давно ее не носила. Может, даже и пойду сегодня куда-нибудь. Сейчас Мишельку еще покажу. Такие с Мишелькой девушки, как звезды. Кстати, по поводу Мишелькиного платья. Будет ли мастер-класс? Дело в том, что ну, как бы я не сильно прям довольна этим платьем. Не могу понять, то ли тут у нее пух и немножко подтягивается, то ли я немножко не рассчитала шаг лапок ее. Ну, поэтому буду дорабатывать эту модель, и, конечно, мы что-нибудь свяжем для собачек. Вот. И что еще хочу сказать по поводу того видео, которое я набивала пух в этой кофте. Тоже мне в одном комментарии написали, что может после таких манипуляций сваляться пух. И, наверное, действительно, что так сильно не надо. Чуть-чуть подпушить, вот, то можно. Но прям вот так, чтобы было, чтобы как я вот в том видео, то, наверное, лучше не надо. Вот. И мы вот такие вот с Мишелькой девушки, как звезды. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Та-ра-та-та-та-та-та-та. Вот. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо, что ставите лайки и комментируете. И пока. Та-та-та-та-та-та-та. Да. Всем пока. Мишель, скажи всем пока. Пока.